Джош пролистывал онлайн-галерею приюта. Его сердце было переполнено надеждой и сомнением. Каждое лицо, мелькавшее на экране, казалось, шептало обещание о дружбе, но никто не мог гарантировать, что заполнит пустоту, оставленную Максом. Прошел год, 365 долгих тихих дней с тех пор, как его шумный друг исчез. Дом, когда-то наполненный звуками лап и игривыми лаем, теперь тревожно молчал. «Может, пришло время?» Пробормотал он себе под нос, закрыв глаза, чтобы собрать в себе мужество, которому за эти месяцы не хватало. Решение было наполнено возможностью радости, но затенено страхом предать память о его потерянном друге. Неужто, усыновив другую собаку, он предаст память Макса или, наоборот, почтит ее? Его палец колебался над кнопкой регистрации на предстоящее открытое мероприятие приюта. «Он бы не хотел, чтобы я оставался один», – прошептал Джош, щелкнув по кнопке. Небольшая улыбка появилась на его губах, редкий гость с тех пор, как пропал Макс. Его мысли вернулись к бесчисленным дням, проведенным в поисках хоть какого-то знака о Максе, к бесконечным плакатам, звонкам и визитам в местные приюты. Все безрезультатно. Теперь он надеялся, что новый компаньон может облегчить ему муку, заглушить пустоту. Вздох вырвался у него, смешавшись с тишиной комнаты, ожидающей, когда ее снова заполнят. С новой решимостью Джош направился в приют в следующую субботу, в его голове звучал гул нервного волнения. Когда он потянулся к тяжелым передним дверям, его встретил хор лая и завываний. Каждый звук был призывом к вниманию, просьбой о втором шансе. Воздух был пропитан запахом дезинфектора и влажной шерсти. Это было резким напоминанием о многих жизнях, которые проходили здесь. Все надеялись на лучший исход. Глаза Джоша пробежались по рядам вольеров, каждый из которых представлял собой маленький фрагмент тоски. Собаки всех размеров и пород прижимались к цепочным преградам, их хвосты тряслись в смазанном вихре надежды. Некоторые радостно прыгали, другие беспокойно бродили, но все смотрели на него с нетерпением в глазах. Сотрудники приюта, заметив его прибытие, подошли с теплыми улыбками. «Ищете кого-то особенного?» – спросила одна из них, ее голос был смесью радости и понимания. «Пока просто смотрю», – ответил Джош, его голос слегка дрожал, выдавая эмоциональный груз его миссии. Сотрудница с пониманием кивнула и предложила ему небольшой справочник по приюту. «Не торопитесь», – сказала она. «Каждый из них заслуживает хорошего взгляда». Медленно проходя мимо вольеров, Джош чувствовал, как его сердце тянется к каждому надежному лицу. Он заметил, что каждый вольер был аккуратно убран и хорошо ухожен, с полными мисками с водой и разбросанными игрушками, небольшими утешениями для обитателей. Стены, украшенные яркими картинами домашних животных, казались светлее в иначе мрачной атмосфере. Сверху сверкающие лампы размеренно гудели, отбрасывая искусственный свет, который отражался от полированных полов. Джош остановился. Его взгляд задержался на особенно энергичном молодом лабрадоре, который с нетерпением следил за ним своими глазами. Его хвост ритмично ударялся о стенку клетки. Джош остановился, предлагая мягкую улыбку и нежное слово, ощущая слабую связь, но надоедливое чувство в его желудке подсказывало ему продолжать поиск. Он продолжал идти. Каждый шаг был смешан с грустью и надеждой. Когда Джош приблизился к концу коридора, он подошел к вольеру, который казался спокойнее остальных. Внутри собака лежала, свернувшись в угол. Ее поза была знаков поражения, а не ожидания. Сотрудники упомянули, что некоторым собакам нужно больше времени, чтобы адаптироваться. Их дух был подавлен слишком многими прощаниями. Эта собака едва подняла голову при его приближении. Ее глаза были тусклыми и смиренными. Сердце Джоша сжалось. Он знал этот взгляд слишком хорошо, тот же, который терзал его в зеркале не так давно. Связь возникла мгновенно,
Молчаливое понимание общей боли. Он присел. Его голос был мягким, но полным надежды. «Привет», — прошептал он. «Я знаю, как ты себя чувствуешь». Уши собаки подернулись, и она чуть приподняла голову, встретив его взгляд с неуверенным восприятием. Может быть, это и есть тот компаньон, которого он искал? Воздух, казалось, остановился, когда взгляд собаки встретился с Джошевым. В ее печальных глазах мелькнуло невозможно объяснимое узнавание. Что-то внутри Джоша встрепенулось. Искра возможности коснулась краев его разумного ума. Он наклонился ближе, изучая тонкие оттенки лица собаки, белую пятнышку на ее морде, нежный изгиб лба. Воспоминания пронеслись в его мыслях. Каждое из них было ярким воспоминанием о Максе и их днях, наполненных смехом и верностью. Может быть, это действительно он? Джош пробормотал себе под нос. Его сердце забилось быстрее от смеси надежды и сомнений. Хвост собаки неуверенно взмахнул, ее язык тела изменился, как будто она ощущала важность этого момента. Джош медленно протянул руку, его рука дрожала, когда он тихо произнес «Макс?». На звук его имени собака изменила свою позу. Она медленно встала, ее движения были осторожными, но целеустремленными, как будто каждый шаг был взвешен и насыщен эмоциями. Хвост собаки начал весело вилять. Искра жизни вновь загорелась в ее глазах. Сотрудник приюта заметил сосредоточенный взгляд Джоша и подошел. Ее приближение было тихим и уважительным. «Ты знаешь эту собаку?» — спросила она мягко. Любопытство пронизывало ее голос. Джош проглотил. Его глаза не отрывались от лица собаки. «Я думаю, что это может быть мой пес, Макс. Я потерял его больше года назад», — объяснил он. Его голос был смесью надежды и сомнения. Сотрудник посмотрел на собаку, затем снова на Джоша. На ее лице расправилась нежная улыбка. «Это невероятно. Он был здесь несколько месяцев и никогда не реагировал на кого-либо так прежде. Мы называли его Спот, но он на это не очень реагировал». Джош присел, протянув руку сквозь прутья. Собака подошла, ее шаги были осторожными, но полными постепенно возникающего доверия. Когда она приблизилась, пальцы Джоша коснулись шерсти, и собака прижалась к его ладони, издавая мягкое всхлипывание, которое звучало как облегчение, как возвращение домой. Слезы наполнили глаза Джоша, когда воспоминания о Максе, играющем во дворе, их ежедневных прогулках и той ночи, когда он пропал, нахлынули на него. Боль месяцев, проведенных в поисках, размышлениях и надежде, казалась одновременно и далекой, и свежей в этот единственный захватывающий момент. «Это действительно ты, да, дружище?» Голос Джоша дрогнул, наполненный эмоциями. Воссоединение, сначала настороженное, начало расти, как Макс, больше не Спот. Узнал любовь и тоску в голосе Джоша. Его присутствие было бальзамом для ран, нанесенных временем разлуки. В тишине приюта, окруженные приглушенными звуками других собак, развернулось маленькое чудо, когда человек и собака вновь соединились, прошлое и настоящее смешались в моменте чистой радости. Когда нос Макса надавливался на ладонь Джоша, вихрь узнавания, казалось, вспыхнул внутри него. Его тело слегка задрожало, не только от холода приюта, но и от нахлынувших чувств. Его хвост, теперь сильно виляющий, отбивал ритм вновь обретенного счастья, встряхивая пыльный воздух в вольере. Его всхлипывания становились громче. Симфония радостных рычаний заполнила пространство между прутьями, которые все еще разделяли их. Голос Джоша стал маяком, указывающим путь возвращения Макса. «Макс, это я. Это действительно я», — повторял он. Каждое слово было наполнено слезами и теплом. Макс, отзываясь с повышенным энтузиазмом, повел свою лапу по холодному полу,
Его глаза сверкали слезами и радостью. Связь, проверенная временем и обстоятельствами, вновь возрождается в этих драгоценных моментах, разгораясь с каждым общим взглядом и шепотом подтверждения. В вольере Макс начал исполнять знакомый танец радости, который он всегда делал, когда Джош возвращался с работы. Кружась, слегка подпрыгивая, он демонстрировал свою привязанность и неспокойное счастье. «Ты помнишь, правда? Ты помнишь нас?» Джош смеялся сквозь слезы. Звук был бальзамом для давно пережившего сердце Макса. Их воссоединение было частной симфонией криков и шепотов. Каждый зов Макса и каждое всхлипывание собаки переплетали ткань прошлых радостей и будущих обещаний. Сотрудники приюта стояли в стороне, свидетели глубокого взаимодействия, редкого взгляда в глубину связи человека и животного. «Смотри на тебя, дружище», — успел сказать Джош. Его голос срывался от эмоций, когда он изучал лицо Макса, отмечая каждую знакомую метку, каждое свидетельство тех лишений, через которые собака прошла. Шрамы были видны не только на теле Макса, но и в его глазах, проблески горечи, которые, возможно, никогда полностью не исчезнут. Тем не менее, в этот момент радость была преобладающей эмоцией и для человека, и для собаки, радостью, которая переполняла их и касалась всех вокруг. Реакция Макса на присутствие Джоша стала свидетельством их неугасимой связи, ясным сигналом о том, что никакое количество времени разлуки не сможет стереть то, что у них было. Это была не просто встреча, это была восстановленная дружба, которую ни расстояние, ни время не смогли бы разорвать. Атмосфера в приюте заметно изменилась, когда их воссоединение происходило. Обычная какофония лая и завываний смягчилась, словно другие собаки чувствовали важность момента. Сотрудники двигались на заднем плане, занимаясь своими делами, но их взгляды часто возвращались к паре. Улыбки расплывались на их лицах при виде такой откровенной, беззастенчивой радости. Джош открыл ворота в вольер Макса, и с грацией, которая противоречила его недавним лишениям, Макс вышел. Он был худее, чем Джош помнил. Его шерсть была не такой блестящей, но это сейчас уже не имело значения. Они снова были вместе. Джош присел, чтобы обнять его полностью. Его руки обняли широкие плечи его, когда-то потерянного друга. Макс наклонился к объятиям. Его тело вибрировало с каждым вздохом и всхлипыванием, выражая то, что слова никогда не могли выразить. Воссоединение было смесью слез и смеха, каскадом общих воспоминаний и невысказанных обещаний. «Нам нужно многое обсудить, Макс», — пробормотал Джош, поглаживая спину собаки, проводя пальцем по знакомым узорам его шерсти. Макс ответил, прижав свое лицо к груди Джоша, подтверждая свое понимание и облегчение. Сотрудники приюта собрались на дистанции, их работа на мгновение была забыта. «Кажется, он знал, что ты вернешься за ним», — заметила одна из смотрительниц, ее голос дрожал от эмоций. «Это настоящее чудо», — добавила другая, крепко держа блокнот к груди, наблюдая за сценой. Когда Джош встал, Макс остался рядом. Его взгляд был устремлен на Джоша, как будто желая убедиться, что это не просто сон. Они вместе направились к маленькой парковке позади приюта, месту, где потенциальные усыновители могли провести время, знакомясь со своими новыми питомцами. Гравий хрустел под ногами Джоша, знакомый звук напоминал о многих прогулках, которые он и Макс когда-то делали вместе. В этом тихом, уединенном местечке Джош бросил мяч, который нашел на траве, с радостью наблюдая за тем, как Макс с азартом бросился за ним, несмотря на месяцы лишений. Его движения были медленнее, чем раньше, но каждый прыжок и резкое движение говорили о его несломимом духе. Когда Макс вернулся с мячом, ощущение нормальности вновь начало охватывать их, намек на старые привычки, которые они оба ценили. «Что теперь изменится?» – прошептал Джош себе, наблюдая за игрой Макса. Ответ казался ясным. Все и ничего.
Они возобновят свои прогулки, игры, тихие вечера вместе. Но им также придется пройти через реалии года отсутствия Макса, трудности восстановлению, физическому и эмоциональному исцелению, которое должно произойти. Приют – это было будущее, полное неопределенности, но также переполненное возможностями. Когда солнце начало опускаться за горизонт, отбрасывая длинные тени на приют, Джош почувствовал глубокое чувство завершенности, перемешанное с новым началом. Макс вернулся домой, и вместе они будут строить новый путь, полный обновленной надежды и утешения присутствия друг друга. Когда тени стали длиннее, и приют начал затихать к вечеру, мысли Джоша обратились к обещанию, которое он дал себе в день, когда Макс пропал. Обещанию никогда больше не позволить своему двору стать местом утраты, а превратить его в место надежды. Держа поводок Макса аккуратно в руке, Джош почувствовал тяжесть этого обещания сейчас как никогда. Макс, казалось, расцвел от привычных жестов игры и привязанности, но Джош знал, что их история еще не завершена. В его доме и сердце было место для другой души, нуждающейся в заботе, мысль, которая укреплялась с каждым шагом, который он делал по приюту ранее. «Что ты думаешь, Макс? Найдем тебе брата?» — спросил Джош, глядя на Макса, который ответил мягким лаем. Его хвост вилял успокаивающим образом, как у собаки, которая многое повидала. Воодушевленный очевидным согласованием Макса, Джош повернул обратно к приюту. Сотрудники, узнав его намерение, улыбнулись с пониманием. «Нашли кого-то, кто вам понравился?» — спросил один из волонтеров, когда они подошли. «Есть один», — начал Джош. Его мысли снова вспоминали об той тихой питбуле, которую он видел ранее, которая не прыгала на прутья и не лаяла, а просто наблюдала за ним мудрыми, ожидающими глазами. Он, похоже, тоже нуждается в друге. Под руководством волонтера Джош и Макс направились к вольеру, где питбуль, названный Бруно сотрудниками приюта, лежал спокойно. Взгляд Бруно поднялся, когда они приблизились. Его манера была спокойной, но ожидающей. Джош присел, протянув руку, чтобы Бруно мог понюхать ее. Жест был встречен легким тычком носом Бруно. «Привет, Бруно. Хочешь пойти с нами домой?» Хвост Бруно начал медленно вилять, осторожно, как будто не желая нарушить надежную тишину, окутывающую их. Волонтер открыл вольер Бруно, и с легким побуждением Бруно шагнул вперед. Макс вежливо понюхал Бруно. Обычные собачьи представления разыгрывались в мирном обмене запахами и виляниями хвостов. Джош с глубоким чувством удовлетворения наблюдал, как собаки взаимодействуют. Наличие Макса, казалось, придавало Бруно уверенность. Это решение принималось не на эмоциях, а с глубоким чувством ответственности. Джош не просто спасал другую собаку, он создавал семью. Семья. Когда они подошли к стойке регистрации, чтобы завершить документы по усыновлению, Джош почувствовал прилив решимости. Это правильно. Казалось, что кусок его сердца, который отсутствовал, постепенно сливается вместе. «С нами все будет хорошо», – прошептал он обеим собакам. Обещание, которое простиралось за пределы стен приюта, в ту жизнь, которую они теперь собирались разделить. Макс и Бруно бок о бок, казалось, понимали, когда они шли, их шаги были в унисон. Новая стая, сформированная судьбой и совместным вторым шансом. С подписанными документами об усыновлении и солнцем, отбрасывающим последние золотистые оттенки на день, Джош повел Макса и Бруно к своей машине. Поездка домой была тихой, собаки отдыхали рядом друг с другом, их дыхания синхронизировались в ограниченном пространстве. Когда они прибыли и вошли в знакомую обстановку дома Джоша, Бруно замешкался на пороге, его тело напряглось от неопределенности нового начала. Макс, похоже, чувствовал неуверенность своего нового друга и легонько подтолкнул его носом,
подбадривая его идти вперед. Первые неуверенные шаги Бруно в дом встречались вилянием хвоста от Макса, как бы уверяя его в том, что это безопасное место, что это теперь дом. Джош с радостью и облегчением наблюдал за ними. «Добро пожаловать домой, Бруно», — сказал он тихо. Его голос немного эхом разнесся в тишине прихожей. Бруно посмотрел на него. Его хвост теперь вилял немного быстрее, словно признавая приветствие Джоша. Во дворе, который когда-то был местом утраты, сцена преобразилась, когда Макс и Бруно начали исследовать свое новое общее пространство. Макс стал вести Бруно, показывая ему лучшие места для нюха и самые классные участки травы для отдыха. Они гонялись друг за другом, напряжение в теле Бруно ослабевало от каждого игривого спринта. Джош прислонился к дверному косяку, наблюдая за тем, как две собаки создают свой собственный язык игры и товарищества. Видеть их вместе Макса, когда-то потерянного и вновь найденного, и Бруно, когда-то замкнутого и теперь распускающегося, наполняло его неописуемым чувством удовлетворения. «Мы неплохо справились, не так ли, мальчики?» — крикнул он им, смех окрашивал его голос. Их ответом стал хор лая, и Джош рассмеялся. Звук был полон счастья и вновь обретенного мира. Когда день угасал в вечер, трое из них устроились на веранде. Собаки положили головы на колени Джоша. В этот простой, спокойный момент обещание новых начинаний было ощутимо, прошлые беды откатывались на задний план их новой жизни вместе. Адаптация Бруно к новому дому казалась естественной, его доверие к Джошу и Максу углублялось с каждым мгновением. Когда дни превращались в недели, ритмы жизни с Максом и Бруно устанавливались в радостную нормальность. Вдохновленный их историями и глубокой значимостью усыновления из приюта, Джош решил выразить свою благодарность через действие. Он запустил кампанию в социальных сетях, чтобы поделиться их историями, надеясь освещать радость и трансформационную силу усыновления. Джош проводил вечера за компьютером, создавая посты, которые сочетали в себе сердечные нарративы с захватывающими фотографиями Макса и Бруно, играющими, отдыхающими и наслаждающимися своей новой жизнью. Он назвал кампанию «Вторые шансы», подчеркивая положительные изменения, которые усыновление может принести для собак и их новых семей. С каждым постом он делился советами по уходу за спасенными. Ответ сообщества был мгновенным и подавляющим. Подписчики широко делали репосты, тегировали друзей и семью, инициируя обсуждение о преимуществах усыновления. Местные СМИ заинтересовались историей, приглашая Джоша говорить о своем опыте и более широких последствиях усыновления из приютов. Видеть, как Макс и Бруно процветают, напомнило мне о том, сколько других собак ждет своего второго шанса, объяснял Джош в одном из интервью. Его сообщение отозвалось у зрителей. Комментарии хлынули, каждая из них была свидетельством изменения восприятия. Ваша история вдохновила нас посетить наш местный приют. На следующей неделе мы приводим домой нового члена семьи, написал один подписчик. Другой поделился. Я всегда покупал собак у заводчиков, но увидев превращение Макса и Бруно, я открыл глаза для усыновления. Компания Джоша вскоре объединилась с местными приютами, организуя события по усыновлению, которые стали яркими моментами для всего сообщества. Приюты сообщили о значительном увеличении посещаемости и усыновлениях, связывая этот интерес с мощной нарративой, которую поделился Джош. В свои тихие моменты Джош просматривал отзывы. Его сердце переполнялось гордостью и надеждой. Осязаемое воздействие его усилий проявилось в многолюдных днях усыновления, в лицах семей, уходящих с новыми компаньонами, и в энергичном виле хвостов собак, которые находили дома. Когда он публиковал очередное обновление, фотографию Макса и Бруно, мирно спящих вместе, Джош задумался о пути, который привел их сюда. «Вместе мы меняем мир», — напечатал он. Его слова стали мостом,
связывающим его личную радость с общественным движением. С каждой поделенной историей и каждой усыновленной собакой компания продолжала распространяться, создавая добро и предлагая новые начала, преображая жизни и предлагая новые начинания.